Сегодня буду готовить необычный салат из обычных продуктов, которые практически всегда есть под рукой. И если вы любите ржаной хлеб с селедочкой и лучком, то этот салат с чесночными гренками точно придется вам по душе. Для салата мне понадобятся помидоры, кукуруза, ржаной хлеб, чеснок, майонез, сливки, укроп, сыр, яйца, сладкая паприка, тмин, перец и соль. Первым делом я отварю яйца, чтобы успели остыть. Яйца и вода у меня комнатной температуры, так меньше риск, что они треснут. И варю я 9 минут с момента закипания воды. Для гренок мне понадобится чеснок, и чтобы доска не скользила, я всегда подкладываю влажную салфетку. Чеснок легко очистить и измельчить, если его предварительно расплющить ножом. Можно, конечно, это сделать и чеснокодавилкой. Так, пока я чеснок уберу в сторону, и теперь нарежу хлеб на гренки. Хлеб в этом салате главный ингредиент, и желательно, чтобы ржаной муки было не меньше 50%. От этого зависит аромат и неповторимый кисло-сладкий вкус гренок. Жарить буду уже на разогретой чугунке с рафинированным оливковым маслом. Масло можно не жалеть, иначе хлеб не пожарится, а высохнет. Жарить надо до румяной корочки, и гренки должны остаться мягкими. Полностью высушивать не надо. В самом конце добавлю чеснок и пару щепоток соли. А готовые гренки переложу в миску, чтобы они не продолжали жариться и побыстрее бы остыли. А тем временем приготовлю чесночный соус. Для этого помытый укроп отделю от стеблей и измельчу. Стебли я, кстати, не выкидываю, а замораживаю и потом уже использую в бульонах или при тушении тех же котлет. Молотого тмина у меня не было, и просто измельчу его в кофемолке. Главное не перепутать тмин с кумином. Они очень похожи визуально, но абсолютно разные на вкус. Дальше все просто. Возьму майонез, добавлю сливок. Они оттеняют острый вкус майонеза и делают соус менее жирным. Обязательно добавлю соли, так как сливки часть соли забрали. Черного перца, тут уже дело вкуса. Красной паприки для аромата и улучшения цвета. Ну и сочетание тмина и укропа – это, конечно, классика гармонии вкуса и аромата в сочетании со сливками и хлебом. Все это перемешаю и еще бы добавить чуток чеснока для сладкой такой остринки. Теперь нужно нарезать помидоры. Я использую черри, так как вне сезон это единственные сладкие помидоры. Но можно использовать любые. Главное, опять-таки, чтобы у них не был водянистый вкус. В крайнем случае заменить на сладкий болгарский перец. А мякоть я не вынимал. Салат отстоял у меня 3 дня, и ничего не потекло. Но если помидоры очень водянистые, то, конечно, лучше без семечек. Сваренные яйца я сразу охладил в ледяной воде. Осталось их только очистить, и одно яйцо я разрежу поперек, тоненько на части. Это будет для украшения. Осталось только разложить заготовки слоями. Можно их разложить по индивидуальным салатницам или в одну большую семейную чашу. Первым слоем идут остывшие гренки. Раскладываю их в один слой и часть оставлю на декорацию сверху. Каждый слой я промазываю чесночным соусом. Это примерно 4 столовые ложки на один слой. Но кому удобнее, соус, конечно, можно наносить кондитерским мешком или пакетом, но это уже лишняя посуда. Далее идет слой помидорок. Их я также часть отложу на декорацию. Пройду сверху соусом, разровняю его. И дальше идет консервированная кукуруза. Я уже ее предварительно откинул на дуршлаг и слегка промыл. Далее очередной слой соуса, 4 столовые ложки. Теперь надо натереть сыр. Я использую обычно российский или голландский. У них хорошо выраженный сырный вкус и легкая кислинка. Выкладываю последние остатки соуса. И если не рассчитали, то можно на скорую руку чуток майонеза сверху. И осталось только натереть яйца на той же терке, что и сыр. Еще я немножко его разровняю вилкой, чтобы было более-менее равномерно. И щедро пересыплю укропом и черным перцем. Ну и финальный аккорд. Это украшение нарезанным яйцом, гренками, помидорками и кукурузой. Сверху можно еще накидать веточек укропа или любой другой зеленушки. Салат бесспорно очень вкусный и яркий. А сочетание чеснока, помидорок, ржаного хлеба и сливок с ароматным укропом делают свое дело. Это тот салат, которого просят добавки. Ну и, конечно, самый главный секрет вкуса – это качественные ингредиенты, особенно заквасочный ржаной хлеб и сладкие помидоры с ароматным укропом. На этом все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Делитесь в комментарии вашими любимыми салатами
и всего вам хорошего.